Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Подъем. Конечная. Конечная? Да, вам надо выйти. Проснись. Нам пора. Слушайте, нам некуда идти. Девочка устала, на улице ливень. Можно нам тут пока остаться? Автобус пойдет назад в парк. Я не могу помочь. Все в порядке? Мы найдем, где переночевать. Идем, Алиса, надо спешить. Нам нужен ночлег. Ты не знаешь, куда можно пойти? Алиса, ты совсем замерзла. Ничего, не так и холодно. Вы потерялись. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. Но это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. Идем, Алиса. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Вроде брошенная. Так, отойди-ка.
Тут сухо, и нас тут не найдут. Я не хочу тут спать. Давай еще поищем. Ладно, идем отсюда. Брошенный дом. Но хоть от дождя укроемся. Кэра, мне тут не нравится. Знаю. Всего одна ночь, и тут нас не будут искать. Все в порядке? Ничего, царапина. Осторожней. Не бойся, мы просто посмотрим. Алиса? Алиса? Стой, что ты делаешь? Чужие. Ральф чужих не любит. Совсем. Чужие обижают. Смотри, я андроид. Тебе нечего бояться. Мы просто ищем себе ночлег. Чужие опасные. Вот. Вот что они сделали. Если тронешь ее, пристрелю. Не обижай Ральфа! Простите Ральфа. Ральф иногда собой не управляет. Страх заставляет его делать нехорошее. Ральфу тяжело пришлось. Он так боится, что люди его найдут. Вы оставайтесь. Ральф не обидит. Хорошо. Мы переночуем. Идем! Ну, давайте! Сюда! Ральф убежал, а тут поселился. Он никогда не выходит, никто не знает, что он здесь. Люди сюда иногда приходят, живут даже, но Ральф всегда от них прячется. Входите. Можете быть как дома. Ральф в другую комнату пойдет. Он бы с вами остался. Но у него дела. Просто до утра переждем. А завтра найдем что-нибудь. Так. Тебе надо поспать. Посиди, я разведу огонь.
РА-9. А что это? Что? Символы. Что они значат? Я не знаю. Я не знаю. Нам надо укрыться. Где угодно, просто ночь переждать. Держись, что-нибудь найдем, обещаю. О, магазин открыт. Давай-ка зайдем. Тебе надо согреться. Что вам надо? Я тут с ребенком, и нам некуда идти. Вы не дадите нам немного денег на ночлег? Фига. Бомжиха-андроид? А, вот это прикол. Так, у меня тут магазин. Не армия спасения, ясно? Вали отсюда, если ничего не покупаешь. Жди меня снаружи. Я скоро приду. Снаружи? А почему? Алиса, сделай, как я прошу. Простите, но я должна. Кладите деньги из кассы на прилавок. Ни слова. Извините, вы закончили? Я пропущу.
95. Откройте кассу. Деньги на прилавок. Валила бы ты отсюда по-хорошему. Видите девочку на улице? Ее зовут Алиса. Ей 9 лет, ей сегодня очень плохо пришлось. Нам просто нужно немного денег на ночлег. И без денег я не уйду. Я добыла денег. Стой! Как это добыла? Но я попросила кассира дать нам немножко. Тут тепло. Сейчас согреешься. Что ты делаешь? Это же чужое. Нам это нужно. Тебе надо согреться, а мне избавиться от униформы. Но это воровство. Так ведь нельзя. Ты права. Не будем этого делать.
Здрасте. Можно снять номер? Стоит 40 баксов. Сразу. Мне нужно ваше имя и адрес. И будьте добры, документы. Я в машине оставила. Ничего. Завтра разберемся. Спокойной ночи. Спасибо. Идем, Алиса. А он тебе поверил? Этого я не знаю, но сегодня ты будешь спать в тепле. Ну-ка, давай мне куртку. Надо раздеться, все, промокла насквозь. Развешу в ванной сушиться. Почему он меня не любил? Почему все время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Я что-то не так сделала. Я плохо себя вела. Поэтому он всегда так злился. Я просто хотела жить как все. Чтобы он любил меня. Почему нельзя просто жить? Не знаю. Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдешь. Обещаю. Мы никогда не расстанемся. Никогда. Надо поспать.
Я выключаю свет. Смотри-ка, кто тут. Спасибо. Спокойной ночи. Переходим в раздел «Дополнительно». When David and Guillaume got back in touch about making Detroit,
I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the rat gone now? Alice! Alice! I mean, she starts out essentially how she does in Kara in a very, not robotic, but, you know, android other way. And getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. You know, and as an actor, that's a wonderful exploration in every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, you know, as much material as I got with David to have this huge, nuanced arc was really incredible. Why couldn't we just be happy? This experience has been quite different than the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face and, you know, really flattering black wetsuit type thing, and you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit. So we just shoot and shoot and shoot and shoot and shoot. There's no change of sets, there's no hair and makeup, there's no wardrobe, so we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. It's kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because you just have to keep coming up with new ideas, and your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. You shot that girl, for fuck's sake. It was a machine that looked like a girl. Yeah, I know what I should have done. I just told you I couldn't. All right, I'm sorry. The fact that David Cade, he's telling like many stories interwoven from beginning to end is super complicated and super impressive, and I have no idea how he keeps it all in his head. He's not just the writer or the director who's seeing this from the outside eye, he's also thinking about the player walking through this space. You know, only somebody who really, really loves not the work, but like these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it. And it's always inspiring to work with somebody who cares that much. My experience with motion capture is this one. And I found it sort of terrifying in a way because they said the computer's going to build you. But then as we got into it, I realized all the elements of it were still artistic. I just dipped into a really brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product because I was playing a character. So it's wonderful. In the game, Detroit comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen in Detroit, because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people who can very easily support, you know, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage. But it takes that time of kind of rebuilding and reinvesting into the city that I think is happening slowly but surely. The potential of Detroit as a city is something that this game does a lot of justice to, because it would be easy to look at Detroit as some place that used to be, and that's not the case. This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near-future engagement with machines. That's what we are to them. There's merchandise on display in a shop window. I think that a group that feels marginalized, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. What was I designed to be? Their slave? Their toy? It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it, until something blurs the line and throws you off, and now do I feel differently about whether this should be allowed? Should it be banned? Should it be encouraged? You're gonna ruin our lives, and for what?
For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! There are lots of comparable comparisons to any type of persecution of religion, race, etc., dating way back. It can't just be a video game where you shoot 'em up or where people make these choices to do whatever. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. And I think that's going to be very telling about the gamer. Very telling. I think there's going to be a really strong reaction to this game, which has such a strong perspective. I'm that much more proud of it now to get to be a part of it because it's important. In this game, you're actively building and designing the character through not just what kind of shield does he have or what color hair does she have, but like their temperament and the way they deal with problems. The different endings to this game are so radically different based off maybe seemingly insignificant choices in the moment, but like life, they all add up. And can't play life again, though.